Всем привет, меня зовут Аня Сахно, и сегодня я вам покажу, как связать вот такую вот ракушку из полиэфирного шнура. Вот эта ракушка, которая сейчас в кадре, связана из полиэфирного шнура карамель, он плоский, как шнурочек. Вязала я 6 размером. Ракушка получилась 23 сантиметра в ширину и около 28 сантиметров в высоту. Очень хорошо держит форму, упругая. Я потратила 1,5 мотка шнура карамель, цвет оливковый. Такую ракушку можно использовать как корзинку, хранить в ней разные полезные мелочи или просто как арт-объект и декоративный элемент в вашем доме. Как связать такую ракушку, я буду показывать на примере другого шнура. Я специально связала из 2 разных вариантов шнуров, чтобы вам было из чего выбрать и сравнить. Полиэфирный шнур, из которого я вяжу свою ракушку в мастер-классе, он круглый, в мотке 100 метров, и я потратила 1 моток на создание этой ракушки, она получилась поменьше. Ее размеры примерно 18 сантиметров на 23 сантиметра. Вот эту ракушку я советую вязать крючком 4,5 мм. В любом случае вы должны понимать, что ракушка при вязании у вас должна получаться очень плотной, чтобы хорошо держать форму. Поэтому если вы почувствуете, что ракушка слишком мягкая, полотно мягкое, то поменяйте размер крючка на меньший. Мне подошел 4,5 мм. И также хочу обратить ваше внимание, что этот мастер-класс подойдет вам, если вы вязали когда-нибудь крючком, если вы знаете основные элементы и умеете их вязать, такие как столбик без накида, столбик с накидом, полустолбик с накидом. Если вы это умеете, то у вас все классно получится. И я буду рада, если вы начнете вязать ее со мной. Если вы впервые взяли крючок, я советую для начала связать более простые изделия, самые простые корзинки, круги, донышки для начала, чтобы потренироваться немножко, и потом уже переходить к более сложным изделиям. Полиэфирные шнуры разных цветов, круглые и как шнурок, вы можете купить на моем сайте lentomania.ru. Ссылочка на сайт сейчас появится в углу экрана. Также в описании я размещу ссылки на каталоги этих шнуров, чтобы вы могли повыбирать цвета. Приобретая товары для рукоделия на сайте lentomania.ru, вы поддерживаете мой канал и помогаете мне снимать новые мастер-классы. Для начала мы свяжем вот этот центральный круг в количестве 2 штук. Он с 2 сторон у нас находится. И после этого мы начнем вязать вот этот основной виток ракушки, прикрепляя его постоянно то к одному, то к другому центральному кругу. Я постаралась как можно более просто связать ракушку, поэтому первый такой центральный круг тоже будет максимально простой. Я сделала скользящую петлю, затем набираю 6 столбиков без накида. У вас должно получиться 6 вот таких вот звеньев косички. Как только 6 звеньев косички получилось, мы можем потянуть за хвостик и стянуть наши столбики без накида в колечко. Затем нам нужно будет соединить колечко. Соединять буду обычным абсолютно способом. Вложу крючок под обе стеночки первой петли, вкладываю крючок под обе стеночки петли и делаю соединительную петельку, протягиваю шнур через все петли на крючке. Соединила. После этого мне нужно будет сделать второй ряд, состоящий из столбиков с накидом. Для начала я сделаю 3 воздушные петли для того, чтобы подняться на уровень столбиков с накидом. Затем делаю накид и вкладываю крючок прямо в ту же петлю, откуда вывязывала только что петли подъема под обе стеночки. Вытягиваю шнур, провязываю 2 петли на крючке, затем снова 2 петли. Это для тех, кто подзабыл, как делаются столбики с накидом. То есть мы вытягиваем шнур, и у нас получается 3 петли на крючке, мы по очереди провязываем по 2 петельки. И так я вкладываю крючок 3 раза в одну и ту же петлю и делаю 3 столбика с накидом. Затем вкладываю крючок в другую петлю, в следующую. И вяжу из следующей петли также 3 столбика с накидом. То есть мы каждую петлю сейчас утраиваем. В одну петлю вяжем по 3 столбика с накидом. Делаем накид, в следующую петлю делаем опять 3 столбика с накидом. В следующую тоже 3 столбика с накидом.
Я дошла до последней петли, в нее тоже связала 3 столбика с накидом. Давайте посчитаем сейчас, сколько у нас получается петелек по итогам вязания второго ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Теперь вот в эту петлю, с помощью которой мы соединяли конец и начало первого ряда вот этого, мы тоже провяжем столбики с накидом, но провяжем сюда 2 столбика с накидом, потому что у нас еще были 3 воздушные петли для подъема. Их мы тоже должны будем учесть. Таким образом, у нас с вами должно получиться 20 петелек на этом этапе. И 21 петля будет опять-таки служить соединением конца и начала ряда. На этом этапе я обрезаю нитку. Полиэфирный шнур осыпается, и нужно будет опалить концы шнура. Затем вытаскиваю шнур, соединяю конец и начало ряда таким способом. Вкладываю крючок обратным движением сзади вперед под обе стеночки первой петли второго ряда, или по-другому сказать, 3-й воздушной петли подъема, который мы делали. Затем достаю на изнаночную сторону, протягиваю шнур. Теперь переворачиваю наше колечко. С обратной стороны у последней петли есть задняя стеночка и есть перемычка, которая идет следом за задней петелькой. Я вкладываю крючок и за перемычку, и за заднюю стеночку. Вот так это выглядит. И теперь протягиваю наш хвостик сквозь заднюю стеночку и перемычку последней петли. Так, переверну еще на лицевую сторону, подтяну немножечко. И как видите, эта петля теперь выглядит абсолютно так же, идентично всем петелькам, которые мы только что связали. Пересчитайте еще раз, у вас должна быть получиться 21 звено косички. 21 косичка. Теперь нам необходимо связать точно такой же второй кружочек, прежде чем перейти к вязанию витков нашей ракушки. В случае со вторым кругом я немного по-другому закрою его. Разница будет лишь в том, что я буду закрывать этот круг с помощью хвостика, а не с помощью рабочей нитки, которая идет от мотка. То есть мне нужно немножечко сейчас распустить будет последний столбик с накидом, провязать последние 2 петли хвостиком и потом все сделать то же самое. Вытянуть хвостик, вытащить его на изнаночную сторону, затем проколоть крючком перемычку и заднюю стеночку последней петли и вытянуть хвостик на изнаночную сторону. Все. Дальше нам нужно будет опалить концы шнура и спрятать их, чтобы они не мешали при дальнейшем вязании. Рабочую нитку мы не обрезаем, она у нас продолжает идти от мотка. И сейчас мы сразу ей начнем вязать первый ряд нашего витка. После этого мы продолжаем вязать первый ряд нашей ракушки. Я поднимаю рабочую нитку до самой ближайшей петельки, вот сюда, вытягиваю ее на лицевую сторону и начинаю вязать цепочку из воздушных петелек. В этой цепочке должно быть 13 петель. После того, как связали цепочку из 13 воздушных петелек, нам нужно ее присоединить ко второму кругу. Важно! Нам нужно, чтобы оба наших кружочка смотрели лицевыми сторонами в разные стороны. То есть тот кружочек, который ближе к вам, должен смотреть на вас лицевой стороной, тот кружочек, который дальше от вас, должен смотреть лицевой стороной от вас. И таким образом мы должны прикрепить цепочку из воздушных петелек вот так. Для этого рабочую ниточку разместите слева от вязания, чтобы она уходила как бы вниз, вглубь ракушки. Выбирайте петлю, в которую будете прикреплять цепочку. Это не имеет большого значения, любая петля подойдет. Вкладываем крючок. Обратите внимание, каким движением. То есть мы с лицевой стороны кружочка протыкаем кружочек и теперь уже протягиваем нитку через все петли на крючке. И у нас получается вот такое соединение. Вот так оно выглядит. После этого мы делаем воздушную петлю и сейчас будем вязать ряд в обратном направлении. Это будет первый лицевой ряд. Вязание ракушки мы с вами разделим на несколько участков. Если вы вязали витую ракушку, которая вышла не так давно у нас на канале, то там тоже вы помните, что мы разбивали все витки на участки. Здесь немножко попроще будет, сейчас объясню. Первый участок будет тоже самым сложным, он будет длиться буквально несколько первых пар рядов. Затем будет второй участок самый простой, самый длинный. И в третьем участке мы с вами сильно увеличим петли для того, чтобы придать
нужную форму ракушки. И сейчас начнем с вами с первого участка. Здесь тоже удобно мыслить и считать парами рядов. И после этого расскажу основные принципы вязания. Вам будет уже, в принципе, они понятны по большей части. Первую петлю, которую мы с вами будем провязывать, мы вяжем соединительной петлей. Затем следующую петлю мы будем вязать столбиком без накида, чуть-чуть повыше элемент. Следующую петлю вяжем полустолбиком с накидом. Это вяжется так: мы делаем накид на крючок, вкладываем крючок в петлю, вытаскиваем шнур. У нас получается 3 петли на крючке, но мы их не по очереди провязываем, а одновременно все 3 петли одним разом. Провязали. Затем снова делаем накид и вяжем 7 столбиков с накидом. После того, как провязали 7 столбиков с накидом, мы вяжем зеркально в обратном порядке все те элементы, которые вязали в начале ряда. То есть следующий будет полустолбик с накидом. Вытаскиваем 3 петли и провязываем их одновременно. То есть делаем элементы все ниже, ниже, ниже. Следующая петля столбик без накида. И последняя петля соединительная петля. Дальше мы должны прикрепить этот ряд к нашему кружочку. Прикрепляем точно так же. Протыкаем крючком кружочек. В следующую петлю мы будем с вами прикреплять каждый ряд в отдельную петлю. Для одной петли одно прикрепление. Затем протягиваем нитку через все петли, которые есть на крючке. Делаем воздушную петлю и переворачиваем вязание. Далее весь ряд будет только из столбиков без накида, кроме первой и последней петли. Первую и последнюю петлю будем вязать соединительной. Обратите внимание, что вот эта соединительная петля, которой мы прикрепляем наш виток к кружочку, никогда не провязывается. Провязывается только вот эта вот петелька, такая полноценная последняя косичка в рядочке, которая есть. Вот ее мы провязываем тоже соединительной, вот так. Затем вяжем все петли столбиками без накида. И последнюю 13-ю петлю мы провязываем снова как соединительную. Обратите внимание, мы весь второй ряд вязали за заднюю стеночку петли, не за обе стеночки, а за заднюю стеночку петли. Вот здесь у нас получается такое ребро красивое, которое, в общем-то, и создает весь ракушечный рельеф. Теперь мы должны прикрепить снова этот ряд к кружочку. Сейчас кружочек нам повернут изнаночной стороной. Нам нужно рабочую нитку разместить в глубине ракушки, вот так ее увести вниз за изнаночную сторону кружочка, а крючок ввести в следующую петлю с лицевой стороны. Вот лицевая сторона ракушки, с лицевой стороны его прокалываем и просто соединяем наш виток и кружочек одной петелькой соединительной. Переворачиваем вязание, делаем воздушную петлю. У нас с вами связана первая пара рядов. И сейчас я расскажу про основной принцип вязания этой ракушки. Как вы видите, с лицевой стороны у нас получается одна пара, один ряд связан лицевыми петлями, а второй ряд изнаночными петлями. Тот ряд, который у нас второй в парочке, он будет всегда вязаться абсолютно одинаково, столбиками без накида, в каждую петлю по одному столбику, без прибавок, без убавок. Единственное, что в конце и в начале ряда всегда будет соединительные петли вместо полноценных столбиков по соединительной петле. Ну, то есть соединительная петля, которая прикрепляет, естественно, виток к кружочку, и соединительная петля в первую и последнюю петельку витка. А вот в этом ряду, который будет служить первым в каждой паре, иногда будем делать прибавки для того, чтобы увеличивать виток, делать его шире и придавать красивую форму ракушки. При этом мы каждый ряд будем вкладывать крючок всегда только за задние стеночки петли. В любом ряду, в первом или во втором ряду пары не имеет значения. И уже со второй парочки рядов мы начинаем увеличивать количество петелек, чтобы придать объем. Сейчас покажу, как это выглядит на готовом изделии. Вот видите, здесь у нас первый ряд, он самый маленький и создает
такой виток. Вот со второй пары рядов мы начинаем увеличивать постепенно количество петелек и придавать объем витку ракушки. Итак, первую петлю мы снова провяжем соединительной, и так будет всегда. Затем мы провяжем 2 столбика без накида в одну петлю, то есть увеличим здесь количество петелек уже. После этого вяжем полустолбик с накидом. После этого вяжем 3 столбика с накидом. И когда нам нужно будет вязать 4-й столбик с накидом, в эту петлю мы провяжем вместо 1 столбика с накидом целых 3 столбика с накидом. Таким образом здесь тоже увеличим количество петелек. Вот так. Затем симметрично продолжаем в обратном порядке. 3 петли столбиками с накидом. Но здесь уже без увеличений, просто в каждую петлю по столбику с накидом. Затем полустолбик с накидом, чуть поменьше элемент, пониже. Затем 2 столбика без накида в одну петлю. И у нас остается последняя петля. Это значит, что мы все правильно с вами связали и посчитали. Последнюю петлю провяжем, как обычно, соединительный, или она еще называется полустолбик без накида, но мне кажется, это еще запутывает все эти названия, поэтому запомним ее как соединительную. Теперь присоединяем виток к кружочку. К этому кружочку проще присоединять, удобнее, по крайней мере, если вы правша. С лицевой стороны прокалываем и протягиваем нитку через все петли, которые есть на крючке. Затем делаю воздушную петлю и должна буду перевернуть вязание. Вот сейчас еще хочу важный момент обозначить, что у нас будет с вами такая невидимая ось посередине ракушки. Ракушка у нас с вами будет вот так вот закручиваться. И относительно этой оси у нас должны быть ряды симметричны, как вы понимаете. Вот, поэтому следите за тем, чтобы соблюдалась симметрия. Если вы вяжете здесь в одном порядке элементы, то в этой части витка они должны находиться уже в обратном порядке, вязаться. Далее мы переворачиваем вязание и второй ряд парочки, вторую половинку парочки мы вяжем как обычно. Первую петлю соединительной, затем все петли абсолютно столбиками без накида, одну петлю по одному столбику без накида. И последняя петля соединительная. Затем нам неудобный кружочек для соединения. Нитку направляем на себя рабочую, ищем следующую петлю пустую, прокалываем ее с лицевой стороны кружочка, протягиваем нитку через все петли, которые есть на крючке, делаем воздушную петлю. В следующем ряду мы снова первую петлю провязываем соединительной, затем удваиваем петлю следующую, то есть вяжем 2 столбика без накида, еще один столбик без накида одинарный. После этого вяжем полустолбик с накидом. Дальше вяжем с вами 9 столбиков с накидом, потому что в предыдущем ряду мы увеличили количество столбиков с накидом на 2. Было 7, стало 9. Затем провязываем снова полустолбик с накидом, столбик без накида, затем 2 столбика без накида в одну петлю, так же как и в начале ряда. И затем как раз остается последняя петля, и она у нас, как всегда, соединительная. Ищем следующую пустую петельку кругом, чтобы присоединить круг к витку. Делаем воздушную петлю, переворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении целый ряд столбиков без накида, не забывая сделать первую и последнюю петлю соединительными. Мы связали третью пару рядов и сейчас приступаем к четвертой паре, которая будет заключительной в первом участке. Здесь мы с вами свяжем так.
первую петлю соединительной. Затем снова делаем удвоенную петлю, то есть вяжем 2 столбика без накида. Первую петлю мы провязали 2 столбика без накида. Во вторую петлю снова вяжем 2 столбика без накида. Затем снова вяжем 1 столбик без накида. И дальше увеличиваем высоту, полустолбик с накидом, 9 столбиков с накидом. Здесь никаких прибавок делать не будем. Затем в обратном направлении полустолбик с накидом, зеркально, одинарная петля, столбик без накида, затем 2 столбика без накида в одну петлю, 2 столбика без накида во вторую петлю и последняя петля остается соединительная. Соединяем кружочек с витком, делаем воздушную петлю и вторую половинку парочки вяжем обычным способом. Таким образом мы с вами связали 4 пары рядов, и на этом закончим вязание первого участка. Начинаем вязание самого приятного, самого простого второго участка. Все ряды второго участка, ну первой половины парочки по крайней мере, будут выглядеть вот так. Первую петлю мы будем вязать соединительной, затем 5 рядов столбиками без накида. После того, как связали 5 столбиков без накида, мы делаем полустолбик с накидом, 9 столбиков с накидом. После этого вяжем все зеркально в обратном порядке. Полустолбик с накидом, 5 столбиков без накида и соединительная петля. Далее каждый ряд, как обычно, прикрепляем в следующую пустую петельку соединительным движением. Делаем, как обычно, петлю подъема, переворачиваем вязание и вяжем вторую часть парочки, как обычно, столбиками без накида, первая, последняя петля соединительной. Таким образом вы должны провязать 12 пар рядов. Обратите внимание, что ваше вязание должно быть плотным, что ракушка очень хорошо должна держать форму. А мы переходим к вязанию 12 пар рядов одинаковых, и после того, как их провяжем, то перейдем к вязанию третьего участка нашей ракушки. Я провязала 12 пар рядов с одной и той же последовательностью, которую мы с вами зафиксировали до этого. У меня всего сейчас 16 пар рядов провязано. Это можете посчитать, если будете считать только вот эти вот лицевые ряды, в которых мы делаем основной узор, провязываем. Посчитав эти ряды, вы сможете понять, сколько всего пар рядов вы провязали. И сейчас мы свяжем последний, третий участок, в котором уже будут изменения в рисунке, и который мы с вами будем делать шире. То есть, если вы посмотрите вот на вот эту готовую мою ракушку, начиная примерно вот с этого момента, начинается третий участок, и он значительно уже шире, чем все остальные ряды. И именно это придает определенную форму ракушки. 17-ю пару ряда мы увеличим на 2 столбика без накида в начале и в конце ряда. То есть мы, как обычно, первую петлю будем вязать соединительную, затем мы сразу сделаем прибавку, то есть в одну петлю свяжем 2 столбика без накида. После этого провяжем еще 4 столбика без накида. То есть обычно мы до этого с вами вязали 5. Первую мы уже связали удвоенную, поэтому останется связать еще 4 столбика без накида. Дальше мы также по рисунку делаем полустолбик с накидом. Затем 9 столбиков с накидом. После 9 столбиков с накидом в обратном порядке вяжем полустолбик с накидом. Затем 4 одинарных столбика без накида. Затем
делаем один удвоенный столбик без накида, то есть в одну петлю провязываем 2 столбика без накида. Ну и последняя петля, как обычно, соединительная. Соединяем ряд и кружочек, делаем петлю для подъема и вторую часть парочки вяжем, как обычно, столбиками без накида, первая и последняя петля соединительные. Следующая пара рядов будет вязаться без прибавок, но с учетом тех прибавок, конечно, которые мы сделали в предыдущей паре. То есть первая петля соединительная, дальше мы уже вяжем 6 столбиков без накида, потому что в предыдущей паре рядов добавили по одному столбику без накида с каждой стороны ряда. Поэтому в начале их будет уже 6 вместо 5, как мы вязали в предыдущих парах. И в конце их тоже будет, естественно, 6 зеркально. После того, как 6 столбиков провязали, полустолбик с накидом, затем, как обычно, 9 столбиков с накидом. Затем полустолбик с накидом, 6 столбиков без накида и соединительная петля. Дальше снова соединяем эту пару рядов с кругом, делаем петлю для подъема, переворачиваем и вторую часть пары вяжем как обычно. Наша ракушка уже начала еще больше расклешаться, принимать правильные формы. Следующую пару рядов мы будем вязать так. После соединительной петли свяжем 6 столбиков без накида. Здесь прибавок делать не будем, будем прибавлять петли на том участке, где мы вяжем столбики с накидом. После того, как провязали 6 столбиков без накида и сделали полустолбик с накидом, мы вяжем столбики с накидом, но провяжем мы их так. Провяжем в начале 4 столбика с накидом, каждый столбик в отдельную петлю, в одну петлю по одному столбику, лучше так даже сказать. 4 столбика с накидом провязали. В пятую петлю мы вместо одного столбика с накидом вяжем 3 столбика с накидом. В одну и ту же петлю 3 раза подряд вкладываем крючок и провязываем 3 столбика с накидом. Затем вяжем еще 4 столбика в каждую петлю по одному, чтобы сделать зеркальное количество элементов. Дальше, я думаю, все понятно. Полустолбик с накидом, 6 столбиков без накида. И соединительную петлю. Соединяем парочку рядов с кругом, делаем на воздушную петлю, переворачиваем и обратно вяжем вторую часть парочки. В каждую петлю по столбику без накида, первая и последняя петля соединительные. 2 последние пары рядов будем вязать абсолютно одинаково, без прибавок, исходя из того, какое количество петелек у нас получилось сейчас. То есть мы делаем соединительную петлю, затем делаем 6 столбиков без накида. Затем делаем полустолбик с накидом. После этого мы вяжем 11 столбиков с накидом, так как в предыдущем ряду мы сделали прибавку и добавили еще 2 столбика с накидом, 2 петли. Поэтому сейчас у нас будет столбиков с накидом 11 вместо 9, которые мы вязали до этого. Затем полустолбик с накидом снова, 6 столбиков без накида и соединительная петля. Вторую часть парочки вяжем как обычно, стандартным способом. Следующую пару рядов вяжем точно так же, как и предыдущую. Вяжем соединительную петлю, 6 столбиков без накида, полустолбик с накидом, 11 столбиков с накидом, полустолбик с накидом, 6 столбиков без накида и соединительную петлю. Симпатичнее смотрится даже когда провязаны еще 2 пары рядов, то есть вы по этой же точной схеме можете провязать 2 пары рядов. Сейчас покажу, куда их соединять в этом случае, потому что у нас только что с вами закончились свободные петельки на круге. Предпоследнюю пару рядов я соединю вот сюда, вот в это отверстие, в то место, откуда мы начинали вязать первую пару рядов. Последнюю пару рядов я прикрепляю вот сюда.
и провязываю вторую половинку пары. После того, как я закончила вязание ракушки, я опалила конец полиэфирного шнура, спрятала его с изнаночной стороны изделия, и у меня получилась вот такая ракушечка небольшая. Размеры ракушечки примерно 18 сантиметров в ширину и около 20-23 сантиметров в высоту. Она, в принципе, хорошо держит форму, ее можно поставить, установить куда-то, использовать как корзинку. Напоминаю, что я связала такие ракушки в двух вариантах из двух разных видов шнуров. Вот эта ракушка связана из полиэфирного шнура, который имеет круглую ниточку, круглый срез, так скажем, в мотке 100 метров, и мне понадобилось ровно один моток на такую ракушку. Вязала я крючком небольшим, 4,5 мм, для того, чтобы ракушка хорошо держала форму. Такой шнур продается у меня на сайте lentomania.ru. Ссылку на этот шнур я оставлю внизу видео. Заходите в описание и читайте. Там прям будет ссылка на всю коллекцию шнуров полиэфирных, которые имеют круглую ниточку. Это второй вариант ракушки, который я связала точно по такой же схеме, но использовала уже другой материал. Я использовала шнур карамель. Шнур карамель уже имеет плоскую ниточку, он как шнурочек. В составе его есть кашмелон 20%, и за счет этого вязать мне было легче этим шнуром, он немножечко тянется. При вязании я использовала уже 6-й размер крючка, и вся ракушка получилась в целом объемнее, больше, и она лучше держит форму и крепче. Исход немного другой. На ракушку примерно 23 сантиметра на 28 сантиметров в высоту я потратила почти 2 мотка, ну вот половинка мотка у меня осталась. В мотке шнура карамель около 75 метров. Но при этом, опять же, повторюсь, размер ракушки получился больше, и вязать мне было ее приятнее, она лучше держит форму, чем ракушка из полиэфирного круглого шнура. Такой шнур карамель вы тоже можете приобрести на моем сайте lentomania.ru. Ссылку на него я оставлю опять же внизу в описании, заходите. Этот цвет тоже называется оливковый. Я вам покажу разницу цветов. Оливковый круглый шнур и оливковый шнур карамель отличаются. Карамель потемнее цвет. Будем рады вашим заказам. Приобретайте шнуры и трикотажную пряжу на нашем сайте. Мы высылаем по ссылке Почты России с деком Боксбери до пункта выдачи или курьером до квартиры по всей России. Для заказа выбирайте то, что вам понравится, добавляйте в корзину, и в графе «Доставка» вы сможете выбрать удобный, подходящий вам вариант доставки по цене и по количеству дней, который заказ будет ехать до вас. Подписывайтесь на мой канал, чтобы всегда быть в курсе моих новых видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых мастер-классах, которые выходят на моем канале. Всегда рада вашим комментариям и принимаю в комментариях пожелания на следующие будущие мастер-классы. Желаю всем приятного вязания, побольше трикотажной пряжи и шнура. Пока!